Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Исламскую Республику Иран. В аэропорту Мехрабад премьер-министра Пашиняна встретил вице-президент Ирана, сопредседатель армяно-иранской межправительственной комиссии Давуд Манзур. Никол Пашинян примет участие в официальной церемонии инаугурации президента Ирана. Отметим, что Алиев не полетел в Тегеран на инаугурацию Пезешкиана, а всего лишь отправил премьер-министра Азербайджана, которого люди даже не знают. Этот шаг Алиева уже говорит о том, что он сильно сомневается или даже боится от встречи с иранскими лидерами. В Тегеране состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и новоизбранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. Президент Ирана поблагодарил премьер-министра Пашиняна за то, что он принял приглашение и прибыл в Иран с рабочим визитом. Масуд Пезешкиан добавил, что Иран придает важность постоянному развитию отношений с дружественной Арменией в политической, экономической и гуманитарной сферах. Никол Пашинян поблагодарил Масуда Пезешкиана за теплый прием и еще раз поздравил его с избранием на пост президента Исламской Республики Иран. Премьер-министр подчеркнул, что основанное на взаимном уважении и взаимопонимании многостороннее сотрудничество с Ираном имеет большое значение для нашей страны. Подтвердив достигнутые ранее договоренности на высоком уровне, Масуд Пезешкиан отметил: многовековая дружба, исторические и культурные связи между нашими двумя народами являются основой для еще большего дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Мы готовы совместными усилиями продолжить наш диалог и еще больше обогатить повестку двустороннего сотрудничества. Тот факт, что сегодня я нахожусь здесь, является свидетельством нашей приверженности углублению отношений и укреплению сотрудничества между Арменией и Ираном на самом высоком уровне, сказал премьер-министр Пашинян. Никол Пашинян представил проект правительства Республики Армения «Перекресток мира» и его принципы, направленные на разблокирование региональных коммуникаций. Новоизбранный президент Ирана подчеркнул важность последовательных усилий по установлению мира и стабильности в регионе. Масуд Пезешкиан отметил, что сохранение мира в регионе имеет ключевое значение для Ирана, добавив, что иранская сторона также считает необходимым решение всех вопросов путем диалога. Никол Пашинян подчеркнул важность участия иранской стороны в строительстве автомагистрали Север-Юг, в частности участка Агарак-Каджаран. Была также подчеркнута важность предпринятых шагов по модернизации пункта пропуска на границе Армения-Иран. Лидеры Армении и Ирана обсудили широкий спектр вопросов укрепления торгово-экономических связей, а также коснулись вопросов, связанных с реализацией новых совместных программ в сферах здравоохранения, новейших технологий, образования, науки и культуры. Масуд Пезешкиан отметил, что был в Армении с частным визитом и сохранил теплые впечатления о нашей стране и народе. Собеседники подчеркнули важность двусторонних взаимных визитов на высоком уровне. По скриптум. До визита Пашиняна в Тегеран президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном предупредил о серьезных последствиях для Израиля в случае его нападения на Ливан. По нашей информации, Пезешкиан также заявил о готовности улучшать отношения с Францией. А также премьер-министр Никол Пашинян в Тегеране провел встречу с верховным лидером исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи. Сейед Али Хаменеи поблагодарил премьер-министра за визит в Тегеран для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана. Собеседники выразили уверенность, что Армения и Иран продолжат предпринимать шаги по развитию теплых и дружественных отношений на благо прогресса обоих государств и народов. А также, после встречи с Пашиняном Али Хаменеи в своем микроблоге X написал вот такой пост: «Зангезурский маршрут вреден для Армении. Исламская республика Иран считает зангезурский маршрут вредным для Армении и твердо придерживается этой позиции». 30 июля 2024 года. Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи.
На границе между Арменией и Турцией прошла 5-я встреча специальных представителей по нормализации отношений между Арменией и Турцией Рубена Рубеняна и Сердара Кылыча. Отметим, что армянская делегация утром прибыла на отремонтированной КПП Маргара-армяно-турецкой границы, где сегодня прошла встреча спецпредставителей по урегулированию армяно-турецких отношений Рубена Рубеняна и Сердара Кылыча. Согласно сообщениям СМИ, первая часть переговоров прошла на армянской стороне границы, а вторая уже на турецкой стороне, а также официальное заявление МИД Республики Армения. 30 июля специальные представители процесса урегулирования между Арменией и Турцией, заместитель председателя Национального собрания Армении Рубен Рубенян и посол Сердар Кылыч провели 5-ю встречу в пункте пропуска Маргара-Алиджан на границе двух стран. Они подтвердили договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч. Кроме этого, они договорились в соответствии с региональными развитиями оценить технические потребности, которые создадут возможности для запуска железнодорожного пограничного пропускного пункта Ахури-Какьяка, а также взаимно упростят визовые процедуры для владельцев дипломатических служебных паспортов. В заключение они еще раз подчеркнули договоренность о продолжении процесса урегулирования, без каких-либо предварительных условий для достижения конечной цели – полного урегулирования между двумя странами. А теперь представим сообщение турецкой стороны. Мы провели 5-й раунд встреч в приграничном районе между Турцией и Арменией на армянской стороне утром и на турецкой стороне во второй половине дня. В конструктивном ключе мы обсудили все аспекты процесса нормализации и возможности дальнейшего продвижения, заявил Сердар Кылыч. Армения может заменить Россию на Францию при постройке нового энергоблока АЭС. Франция может построить новый энергоблок армянской атомной электростанции вместо России. Этот вопрос обсуждался в ходе визита на станцию посла Франции в Армении Оливье Ди Котини и представителей французской компании Framatome, которая является одним из крупнейших мировых производителей оборудования для атомных электростанций, пишет армянское издание «Бизнес Медиа». По его данным, руководство армянского АЭС выразило готовность сотрудничать с французской стороной и изучить предложения по реакторным технологиям. В июне 2023 года в Армении была создана межведомственная рабочая группа по строительству нового атомного энергоблока. При этом срок эксплуатации действующих двух блоков армянской атомной электростанции продлили до 2036 года и начали работы по их технической модернизации. Основным подрядчиком, занимающимся вопросами обслуживания армянского АЭС, выступает Росатом. Ядерное топливо на станцию также поставляется из России. В ноябре 2022 года Армения подписала с Росатомом меморандум о строительстве нового энергоблока АЭС в республике. Армянская АЭС – это единственная в регионе атомная электростанция, которая является одним из основных источников электроэнергии в стране. Она была построена во времена СССР рядом с городом Мицамор. Станция состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЕР-440. Установленная тепловая мощность одного блока составляет 1375 МВт, а электрическая мощность – 440 МВт. Власти Армении в последнее время обсуждают вариант строительства новой АЭС не по российским, а по западным модульным технологиям. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявлял, что Ереван ведет переговоры по этому вопросу с Вашингтоном. В скором времени делегация Армении отбудет в США, чтобы на месте ознакомиться с возможностями модульных реакторов, говорил Пашинян в конце мая. До этого министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Санасян говорил, что Ереван планирует начать строительство новой АЭС в 2026-2027 годах. По его словам, в планах армянской стороны начать эксплуатацию объекта после прекращения деятельности действующей станции в 2036 году. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.